Greetings. Всем здравствуйте. It's nice to be with you today. We're preparing here to join many of you in Dubai. We'll be leaving here in just a few days. And Очень приятно опять с вами поговорить. Скоро мы с вами все вместе уже увидимся. Через несколько дней мы уже вылетаем в Дубай. I'm sure some of you might be a little concerned about the coronavirus. И я думаю, что некоторые из вас беспокоятся о вирусе, коронавирусе. It's normal that we're a little concerned sometime when we don't know about something. И это нормально, когда мы беспокоимся о чем-то, о чем мы еще пока не хорошо знаем. But I think we should first look and put this virus in perspective. Но давайте все-таки посмотрим на этот вирус и взглянем на него с другой стороны. This is a flu-type virus, very similar to the flu that we normally have. Это вирус гриппа, очень схожий с обыкновенным вирусом гриппа, который широко распространен. And the symptoms it causes are somewhat the same thing, with fever and tiredness and coughing. И симптомы, они точно такие же. Это усталость, это высокая температура и это кашель. But sometimes when there's something new, we are all a little bit concerned. Но когда что-то появляется новое, мы, конечно, немного переживаем. But you know, every year, particularly here in the United States, we have 20,000 to 30,000 deaths just for the influenza. И каждый год в США умирает от обыкновенного гриппа примерно 20-30 тысяч человек. Some years, the highest year, I think, has been 50,000 deaths in one year from influenza. В некоторые годы, вот один из годов, таких самых больших годов, умерло 50 тысяч человек от гриппа. I think worldwide in like 2018, it was over 600,000 deaths from influenza. А в 2018 году общая смертность от гриппа по всему миру составила свыше 600 тысяч человек. So to put this in perspective, even today there are very, very few deaths. Так что, если на это смотреть с другой стороны, именно коронавирус на самом деле не такая уж и большая и смертность на сегодняшний момент. Most of these deaths are at the point of origin, not a large amount in other places. И большинство этих смертей, оно происходило и происходит именно в месте возникновения и распространения изначального. And of course, we don't know how many of these would have probably had the influenza and maybe have died with the influenza virus. И никто из нас не знает, сколько у кого из нас уже был грипп, и сколько из нас умрет от гриппа. So, I'm not overly concerned because we're in the health business and we take our supplements. Я особо не беспокоюсь об этом вирусе, потому что мы все находимся в бизнесе здоровья, и мы все принимаем наши добавки. Of course, we want to take some of the regular preventive measures. Конечно, мы должны заниматься превентивно еще какими-то определенными мероприятиями. We should wash our hands as often as possible. Мы должны мыть руки как можно часто, как можно это возможно. Especially if you're touching various things like doors or opening doors or around different areas where you're touching things. Особенно если вы касаетесь и дотрагиваетесь до других вещей, таких как двери или ручки или что-либо еще. This can occur especially around the bathrooms, those type of areas where a lot of people are coming in and out. Особенно это важно, когда вы касаетесь где-то в таких местах, как туалеты или ванные комнаты, где очень большой проход людей. So washing your hands often is probably the best preventative measure you can take. Поэтому мойте руки как можно чаще, и это, наверное, один из самых лучших превентивных методов, которые вы можете на себе сделать. It's also important we not touch our hand to our eyes and mouth. Because we might have touched some surface that might have a bacteria on it. Также очень важно помнить, что нельзя касаться нашими руками ни глаз, ни нашего рта, потому что возможны какие-то бактерии, которые могут быть занесены именно только через вот эти места. I would also suggest staying away from where people are coughing or where they're sneezing. In that case, move away from them, and or you can possibly, if you like, wear a mask. Ну и также я вам советую избегать мест или отходить там, где люди чихают или кашляют. Ну и если нет такой возможности, то хотя бы одевайте маску. But you know, I'm really not over concerned because number one, I use the nutritional products, the same products you use every day.
Но я вот лично особо сильно не беспокоюсь, потому что я принимаю добавки, то есть те же самые добавки, которые вы принимаете на ежедневной основе. The best cure of everything is always having a strong immune system. Ну и самый, конечно, лучший способ – это иметь самую очень хорошую, сильную иммунную систему. So during this time, don't change and don't let down on your nutritional supplements. Так что в это время, пожалуйста, не снижайте уровень потребления ваших нутрицептиков, ваших добавок. In fact, I'm going to suggest that you increase some of those. А более того, я вам советовал бы увеличить прием некоторых из них. One of the really effective products is colloidal silver. Один из очень самых эффективных продуктов – это коллоидное серебро. Not because silver is a precious metal. Не потому, что серебро – это драгоценный металл. Not because silver has been used for thousands of years to purify water. Не потому, что серебром пользовались уже тысячи лет для очищения воды. And not because silver is used to make jewelry. И не потому, что серебро используется в изготовлении ювелирных изделий. But because silver is the most effective bacteria and germ killer that we know of. А потому, что серебро – это самый сильный, самый известный убиватель бактерий и различных бактерий. You know, there are products that kill bacteria, but there's not many products that are effective against viruses. Знаете, есть очень много продуктов, которые убивают бактерии, но очень мало продуктов, которые убивают еще и вирусы. Silver is effective against bacteria, fungi, and also viruses. А коллоидное серебро, то есть серебро, оно эффективно в убивании бактерий, вирусов и грибковых заболеваний. So we can use it internally. I suggest at least 2 tablespoons a day. Поэтому как его принимать? Нужно принимать как минимум дважды в день по столовой ложке. If you're adult and you're experiencing any concerns, then you might do 4 tablespoons and divide that during the day. А если вы взрослый человек или вы человек, который обеспокоен какой-то ситуацией вокруг вас, то вы можете удвоить эту легко дозу и принимать 4 столовых ложки, разделив это на 2 приема в день. The most effective way for using silver is take it and put it and hold it in the back of your throat. Самый эффективный способ – это, значит, набрать ложку или из пузырька сразу глотнуть и задержать это у себя в горле, во рту. We want to absorb this into the bloodstream, so hold it as long as you can without swallowing it, and then after 3 or 4 minutes, you can slowly let it go down the throat. Поэтому наша задача как можно больше усвоить коллоидного серебра, поэтому когда наберете в рот коллоидного серебра, задержите его во рту примерно на 4 минуты, чтобы как можно больше впиталось в кровяной поток. Most products that are effective against bacteria are metabolized by the body like chemicals, and so when you take them, they're effective maybe immediately, but by the time they go through the body, they're no longer effective. Очень много продуктов, большинство продуктов, которые убивают бактерии, они метаболизируются нашим организмом, то есть вы их принимаете, у них есть определенные свойства, но постепенно организм их усваивает, и от их свойств не остается и следа. The great thing about silver is not metabolized, so it's in your bloodstream, it's in your stomach, and even when it leaves and exits the body, it's still the same silver particle. Что удивительно про коллоидное серебро мы можем сказать, то что оно не метаболизируется нашим организмом, то есть оно находится все тем же самым веществом коллоидного серебра в нашем кровяном потоке, в нашем животе, и даже когда выводится, это все то же самое коллоидное серебро, которое никак и не изменилось. So because of this, it can stay in contact with the virus, the bacteria longer, and as it's going through the body, so it's effective all the way from the mouth, all the way till it exits the body. И из-за его вот таких свойств оно постоянно работает и убивает бактерии или вирусы, как во рту, так и когда оно находится внутри нас, или даже когда оно выводится из нас, оно постоянно эффективно. Also, you can use it externally very well. You can spray it, and you can spray it directly into the face. Также вы можете легко воспользоваться методом спрея коллоидным серебром, распылить себе на руки или распылить себе на лицо. You can spray it on your hands to kill the bacteria and viruses in the hands. А вы можете распылить себе на руки, чтобы убить все бактерии и вирусы на руках. It's very effective with children to spray their face
before going to school and even after like coming home from school. Очень эффективно распылять детям на лицо перед тем, как они уходят в школу или как они возвращаются из школы. And especially around people that are immune compromised. И особенно очень эффективно для тех людей, у которых снижена иммунная система. If your immune system is compromised for some reason, then you're more susceptible to viruses and bacteria. Если ваша иммунная система сейчас слаба или у кого-то слаба, то вы сейчас наиболее подвержены вирусам и бактериям. So what we need to do is build the immune system, and one of the most effective is the Magnum C. И что мы должны сейчас делать? Мы должны себе восстановить или построить заново нашу иммунную систему. И Magnum C – один из таких основных компонентов, который нам необходим. During regular use, 500 milligram is okay. А во время обыкновенного приема 500 миллиграмм – это хорошо. But now we're in a period of concern, so I recommend that you take, you go from 1 to 2 a day for 2 or 3 days. И, значит, сейчас, в момент, когда мы особо переживаем вокруг нашей обстановки, я бы советовал увеличить дозу до 1 грамма или даже до 2 граммов в день. And over a period of few days, you work yourself up to you're taking 4 of these, or 2,000 milligrams a day. И постепенно вы увеличиваете, то есть принимаете 4 таблетки, то есть примерно до 2 граммов в день. Vitamin C is very, very effective for your immune system and very effective against colds and flu and influenza, and is going to help you build an immune system against the viruses. Magnum C очень эффективен в построении нашей иммунной системы, очень эффективен в борьбе с вирусами, бактериями, и опять-таки он восстанавливает и укрепляет нашу иммунную систему. With a higher amount, you can slow down the replication of the viruses. И с большим приемом количества витамина С мы снижаем деление этих всех вирусов. And the great thing about the Magnum C is pH neutral, so with the higher amounts, it's not going to disturb your body. И наш Magnum C, он pH нейтрален, поэтому при большом употреблении Magnum C вы не раздражаете свою слизистую оболочку. But you have many other good products, like the Green Magic and is the Guardian Greens. These are wonderful immune-building products. Но есть еще другие удивительные продукты, такие как зеленое волшебство, как зеленая защита. Они также все помогают построить нам нашу иммунную систему. So using the products along with like a healthy diet, you should have no concern. Значит, если вы находитесь на какой-то диете, вы абсолютно не переживайте, все это очень хорошая совместимость. Another very effective product is the Natracidin. Один еще прекрасный продукт – это натурсидин. You can do it the same way, is put it into the mouth and hold it in the mouth. Вы также можете его принимать таким же способом, значит, набирать себе его в рот и удерживать во рту. It works like a natural antibiotic. Он работает как натуральный антибиотик. So holding it in the mouth, absorbing it into the body and into the bloodstream is very effective. Так что удерживайте во рту, чтобы он усваивался нашим кровяным потоком и чтобы он был наиболее эффективным. And the first sign of any cold or cough or whatever, you need to increase your level of products. И первые признаки кашля или какие-либо другие признаки заболевания вы увеличиваете дозу приема вашей продукции. With products like Natracidin, you can do it 5 or 6 times a day. You don't need much each time. С натурсидином вы можете принимать его 5-6 раз в день. Вам не нужно каждый раз употреблять какое-то большое количество. I highly recommend the VitaBalance 2000. Также очень высоко рекомендую вам принимать VitaBalance 2000. Because we have a whole array of vitamins and minerals and herbs that are very, very effective. Потому что там целый спектр витаминов и минералов, которые очень-очень эффективны. And of course it has zinc, and zinc also is a very good immune system builder. И, конечно, в нем еще находится цинк, потому что цинк – это очень важный и очень необходимый элемент построения иммунной системы. So any products containing zinc, you could maybe step up to 2 or 3 times a day. Поэтому любая продукция, в которой содержится цинк, вы можете ее увеличивать до 2-3 приемов в день. As I said, in just a few days, I'll be leaving to meet many of you in Dubai. И, как я сказал, через несколько дней мы уже все с вами полетим и встретимся в Дубаях.
If you're going to be flying, I suggest that you do wipe down the hard surfaces around you on the plane. И когда вы полетите, я вам всем рекомендую обязательно протереть спинки кресел, где вы будете сидеть. Most of the airlines are already doing that, but you can use an antibacterial wipe in areas that you would be touching. Большинство авиакомпаний и так уже стерилизуют все это, но тем не менее я вам рекомендую еще раз простерилизовать вашими индивидуальными салфетками. If I find myself in a situation where I don't have an antibacterial wipe, I just order lemons and I just squeeze the lemon either onto a wet towel or cloth, and I wipe down the surface with the pure lemon juice. Ну и бывают такие моменты, что у меня нету с собой дезинфицирующих салфеток. Что же я делаю? Я прошу принести мне, значит, стаканчик с лимоном, и я лимон выжимаю на тряпочку или на салфеточку, и таким образом я протираю и стерилизую все не салфетками, а с лимоном. I have a favorite technique I use, and I call it lemon smash. А у меня есть очень эффективная техника, я называю его лимонный смаш. You can just take some lemon and smash it in the glass and add some water. Вы просто берете лимон, значит, уталкиваете его в стакане, расталкиваете в стакане и добавляете воды. But no sugar. Но никакого сахара. And then you can consume that slowly during the day or as you're traveling. И потом это в течение дня вы это употребляете или по мере того, как вы путешествуете. Even though lemon tastes acidic, it's very alkalizing to the body. И несмотря на то, что лимон, он по вкусу очень кислотный, на самом деле он не кислотный по своей натуре, и он является щелочным продуктом. So overall, I feel very, very safe. I'm really happy to be coming to see you. Поэтому я сам себя чувствую очень и очень безопасно. Я с нетерпением и с радостью лечу со всеми с вами встретиться. We have some very interesting presentations. У нас очень интересные We're going презентации. to tell you how to keep your immune system really, really good. Мы поговорим с вами, расскажем вам, как поддерживать нашу иммунную систему действительно в хорошем состоянии. And of course, many of you know already about the importance of your microbiome. Ну и, конечно, многие из вас уже знают о важности вашей микробиоты. This is when you want to have a good, strong microbiome because that builds your immunity. И вам сейчас нужно заботиться о том, чтобы ваша микробиота была в очень хорошем состоянии, потому что она и строит вашу иммунную систему. So I encourage you to use the VitaBalance 3000 on a regular basis. Поэтому я вас всех призываю употреблять VitaBalance 2000 на регулярной основе. You can use Green Magic, you can use Guardian Greens. These are excellent products. Вы можете использовать зеленое волшебство, зеленую защиту. Это все тоже прекрасные продукты. And I'm sure that many of you are going to be very safe. И я уверен, что все мы будем очень безопасны, That you don't have anything to worry about. что нам не стоит ни о чем беспокоиться, Because you've been using your nutrition and you have a very, very strong immune system. потому что вы используете наши добавки, и у вас очень-очень сильная иммунная система. You know, in some of the deaths few deaths that have occurred, it's not occurred because somebody come in contact with somebody traveling with the virus. They were people who are at home and not in contact. Вы знаете, вот последние смерти показывают, что люди, которые умерли, они даже никуда не летали и не были в тех районах, где распространяется этот вирус. Они его подхватили просто где-то в районе своего дома, ходя в магазин и так далее. We're all surrounded by bacteria and viruses all the time. Мы все окружены бактериями и вирусами постоянно. So you know the value of keeping your biological terrain very, very healthy. И вы знаете, что ценность того, чтобы поддерживать наш внутренний ландшафт в очень хорошем здоровом состоянии. So the bacteria is not going to be very effective or viruses when you have a really good biological terrain. И вирусы и бактерии, они не будут настолько успешными в проникновении, если у вас внутренний ваш ландшафт будет в хорошем здоровом состоянии. So we're looking forward to meeting you. We're going to have fun in the sun. We're going to have a good time. We're going to enjoy a really beautiful environment. Поэтому мы с нетерпением ждем с вами со всеми увидеться. У нас будет хорошая погода, у нас будет солнце, мы будем купаться, у нас будет дружественная атмосфера. And we're going to leave even more healthier than we came. И мы поедем потом уже оттуда обратно домой еще более здоровыми, чем мы туда приехали. So have a safe trip. Поэтому всем вам хорошего, счастливого, успешного полета. I'm really looking forward to seeing you. Я с нетерпением вас всех жду увидеть. And I want to wish you and your family a really safe trip. И я желаю вам и вашей семье хорошего полета, A healthy trip. безопасного полета, здорового полета. And remember, the body has the potential
always for wellness. И помните, что у тела всегда есть возможность быть здоровым. So let's activate our own energy and keep our body healthy. Поэтому давайте активируем нашу энергию и сделаем таким образом, что наше тело было здоровым. See you very soon. До скорой встречи!